Тыква, друзья мои, это не только овощ, из которого можно приготовить оладьи или крем-суп, как это мы делали на нашем канале. Это роскошная штука, из которой мы приготовим великолепный болгарский пирог. Я Вальдемар, не фудблогер, и сегодня мы с вами печем болгарский тыквенник. Что такое тыквенник? Тыквенник — это действительно пирог, а тыква — это тот овощ, который в Болгарии растет и которым запасаются люди. Осенью складывают его в подвалы, в гаражи. И осень и зима не обходится без этого прекрасного плода. Яркий, желтый, красивый, сладкий, с нежным вкусом самых разных сортов. И не сделать из него пирог, я бы сказал, было бы просто кощунством. Болгарская кухня богата самыми разнообразными пирогами, и тыквенник занимает в ней, я бы сказал, почетное место. Не просто потому, что это блюдо для осени или зимы. Это одно из блюд, в том числе и на новогодний стол. Это то, что болгары готовят в качестве сладкого десерта после того, как уже съели все мясо, в том числе капаму, которую мы тоже не так давно готовили. Итак, начинаем с того, что мы чистим тыкву, снимаем с нее шкуру и натираем ее на крупной терке. Несколько советов по поводу выбора тыквы. Ну, вот такая тыква, как вы видели только что у меня в руках, а ее по-болгарски еще называют иногда тигулка. Тигулка по-болгарски означает скрипка, она по форме напоминает скрипку. Есть тыквы мускатные, еще какие-то, самые разнообразные. Но суть в одном. Тыква бывает либо с мягкой, рыхлой, такой вот водянистой мякотью, либо бывает более сухая, плотная, вот как плотное крепкое яблоко, вот как этот сорт. Разница в обработке на самом деле минимальна. Если у вас тыква водянистая, то после того, как вы ее натрете, ее нужно будет оставить, можно чуть-чуть подсолить и оставить, чтобы она отдала свою воду. Откиньте ее на дуршлаг. Если же тыква плотная, просто натираем ее на терке, и никаких дополнительных обработок она уже от нас не требует. Итак, тыкву натерли. Вторым ингредиентом тыквенника являются орехи. Обычные грецкие орехи. Естественно, почищенные, без скорлупы. Задача — орехи потолочь. Сейчас чуть-чуть наведем порядок на столе. Орехи толчем не слишком мелко. Нам, в конце концов, не нужна ореховая каша. Но так, чтобы они не были слишком большими кусками, могли равномерно распределиться по начинке. Чудесно. Орешки готовы. Теперь смешиваем все это с тыквой. Сюда добавляем 3-4 столовые ложки сахара. Тыквенник должен быть сладким, но недостаточно иногда рассчитывать на сладость тыквы. Все-таки мы тут не в Болгарии, и тыква у нас чуть-чуть другого все-таки вкуса. Дополнительно я добавляю где-то чайную ложку корицы. Это здорово обогатит вкус, облагородит и, собственно, превратит наш с вами пирог в действительно десерт, которым он и должен являться. Вообще тыквенник, как тип пирогов, очень является, я бы сказал, характерным даже не столько для Болгарии, а в первую очередь для балканских стран. Помимо Балкан, подобного типа пироги известны еще и в Греции. То есть вот вся вот эта вот Южная Европа, юго-восточная, наверное, Европа, она имеет очень много общих кулинарных традиций, которые мы в том числе с вами сегодня проследим. И одна из них — это изготовление пирогов не на слоеном тесте, не из теста, вот как-то для пирожков было, не дрожжевого, а именно из тонкого теста, которое
в магазине можно найти как тесто фило. Начинка готова, отставляем в сторонку и беремся за тесто. Тесто фило можно найти у нас в крупных торговых сетях, каких не скажем. Вот что такое тесто фило. Смотрите. Это пластины теста, которые толщиной вот буквально как газетная бумага. И сейчас из всего этого мы с вами будем конструировать наш пирог. Работать с тестом достаточно просто. Достаточно отделять его вот по одному-два листа. Я вам сейчас покажу, что нужно делать. Делаем вот так. Один лист сняли, на второй побрызгали масло. Размажем кисточкой по возможности, чтобы масло распределить по поверхности. Накрыли вторым листом. Тоже немного масла. Не надо его там прямо вот вымазывать, раскрашивать. Намазали. И сверху выкладываем начинку. По всему прямо вот куску ее растягивать сильно не надо. Есть разные методики. Я вот так кладу с одной стороны вот побольше. И дальше по листу вот буквально чуть-чуть. Теперь берем два наших листа и просто сворачиваем все это такой свободной трубочкой, оставляя внутри воздух, чтобы он мог наше тесто слегка приподнять и поглотить ту влагу, которую выдает тыква. Прекрасно. Поехали второй слой. С тестом нужно работать аккуратно и по возможности быстро. Почему? Потому что тесто быстро высыхает и становится вот корочкой. Оно слегка влажное, в магазине оно продается в замороженном виде, поэтому если вы его разморозили, замораживать его повторно уже не следует. Оно просто у вас слипнется и станет комком. Кстати, конструкция вот этого вам ничего не напоминает? Я вам скажу, что он напоминает. Штрудель. Известный немецкий или австрийский штрудель в основе своей есть точно такой же пирог, как мы сейчас делаем, только не с тыквой, а с яблоком. Яблочный пирог в болгарской традиции тоже присутствует. Его часто уже, собственно, по традиции называют штруделем. Но изначально, я думаю, что все-таки происхождение этого вида печива, оно именно балканское, не немецкое и не австрийское. Но не умаляя достоинств кухни прочих народов, в первую очередь стараюсь вас познакомить с кухней Балкан и моей родины Болгарии. По поводу, кстати, вот этой вот формы. Если вы заметили, форма у меня круглая. Вообще традиционно в Болгарии пироги пекут именно в круглых формах. Честно говоря, с чем это связано? Наверное, со старой кухней. Почему? Потому что раньше, до того, как люди начали обзаводиться дома духовкой, пекли всегда в обычных очагах. Что такое очаг? Это угол в доме, где горел огонь, и в этом огне на углях сверху укладывали специальное такое глиняное, назовем его, блюдо. По-болгарски называется подница. Плоская тарелка с невысоким бортом, типа саджа, если кто знает, что такое садж. Сверху выкладывался пирог, и пирог сверху накрывался глиняной же крышкой. Но гончару как проще сделать? Прямоугольную крышку, квадратную или круглую? Естественно, круглую. Поэтому форма пирогов, она так и осталась традиционно круглой еще с тех пор, когда их выпекали именно в очаге и на углях. Ну, традиции вещь сильная. Найти в Беларуси на сегодняшний день круглую форму уже не представляет особой сложности, хотя большинство моих форм, кстати, как раз из Болгарии и привезено. Выкладываем пирог вот так вот улиточкой, спиралями. Тесто у нас осталось, его можно аккуратненько сложить и использовать для следующего пирога. Но учтите, что долго оно храниться не должно. Во-первых, оно высохнет, поэтому запихивайте его обратно в полиэтиленовый пакет. Ну и во-вторых, постарайтесь использовать в течение ближайших, наверное, максимум 24 часов.
Теперь сверху сбрызгиваем наш тыквенник подсолнечным маслом. Тесто фило и подобные пироги все, они очень любят прямо масло. Поэтому не стесняемся, хорошо сбрызгиваем. И вот так вот размазываем кисточкой, чтобы наши коржи по возможности подрумянились потом в духовке. Ну что, друзья, все, что осталось сделать, это поставить наш тыквенник с вами в духовку, где на температуре примерно 180 градусов нужно запекать его примерно 35-40 минут. У нас там вон готовятся голубцы, поэтому как только духовка освобождается, забрасываем туда и через максимум 40 минут достаем прекрасное ароматное золотистое чудо. Дзынь, сказала моя духовочка, это значит, что наш с вами тыквенник готов. Слегка подрумянился. Можно сказать, конечно, что он чуть-чуть неказист на вид, но здесь есть вопрос к нашему тесту, а если быть точным, к коржам. Чем больше в них крахмала, а некоторые вот производители этим чуть-чуть злоупотребляют, тем более блеклыми они получаются. Когда тесто сделано, собственно, из муки и воды, получается красивее всего. Но это еще не все. Последний штрих. Немножко теплой воды или горячей воды, пара-тройка ложек сахара. Быстренько размешиваем, делаем небольшой сироп и аккуратненько смазываем наш с вами тыквенник сверху. После чего накрываем его полотенцем, чтобы он там чуть-чуть постоял и как следует пропитался. Прекрасно. Весь сироп впитался. Осталось украсить. Посыпаем наш тыквенник сахарной пудрой. И он готов для подачи к столу. Прекрасный, ароматный, великолепный десерт. Штрудель фактически, но только с тыквой. И одна из особенностей болгарской подачи блюд. Подобный пирог никогда не режут ножом. Его всегда достают и разрывают руками. И таким образом и подают, и едят. Надо же попробовать. Сладкий, нежный. Тот, кто это пробовал, знает, что это такое. Если вы не пробовали, обязательно приготовьте. Это совершенно несложно, вы видели, все просто. Поэтому приготовьте, подайте к чаю, позовите семью, и вас ждет маленькое, но совершенно удивительное открытие. Подписывайтесь на наш канал, готовьтесь. Готовьте вместе с нами и готовьтесь научиться вкусно готовить. Пока, друзья. С вами был Вальдемар Нефудблогер.